Здравствуйте, уважаемые знатоки, любители орхидей и все гости моего канала, то есть люди, которые любят цветы и поэтому заглянули сюда. Я сегодня хочу показать вот этого красавца или красавицу, ну, тут как считать. Это психоопсис Mariposa Special, именно в таком виде он позиционируется в Микки Орхидс, с которого он когда-то ко мне приехал. Психопсис, само по себе название, обозначает бабочка, бабочкоподобный. Как будто бы это парящая, как будто бы цветок – это парящая бабочка. И цветок сам по себе очень необычный. Он хорош со всех сторон, видите, и спереди, и сзади очень он красив. Мне он, честно говоря, больше напоминает не бабочку, а жар-птицу, которая распахнула крылья. Психопсисы были открыты в 1825 году, был описан психопсис папилла, но вообще это 30-е годы, 50-е годы 19 века. И впервые тогда они попали в Англию, были описаны. Психопсис папилла был описан Линдли. Он был описан как анцидиум, и причислены они к анцидиуму в 80-х годах 20 века стали они самостоятельным таким родом психопсисы. Всего несколько природных видов и множество гибридов насчитывается. И произрастают эти природные виды в основном в Южной Америке. Высоты до 1000 метров, то есть это тепло, влажно, солнечно, но с притенением. И, собственно говоря, чем хорошо это растение, кроме шикарного внешнего вида, оно очень хорошо растет дома. И как одно из чудес подоконника, я бы его рекомендовала, буквально всем. Почему? Когда я его покупала, я прочитала, что психопсисы очень прихотливы, что они часто могут загнивать. Собственно, была немножко удивлена этим обстоятельством, потому что, в общем-то, как сажать симподиальные орхидеи, наверное, всем известно, что эти псевдобульбы заглублять не надо. Собственно, так я и посадила свое растение. Первая псевдобульба с темно-зелеными листьями, это как раз та псевдобульба, которая приехала ко мне в июне 2021 года, то есть почти 2 года тому назад. Растение посажено, сейчас я покажу во что. Это у меня такой двойной горшочек, и здесь много разного. Это и кора, тут есть ракушки. И видите, такой горшок с возможностью дышать, потому что корням нужна рыхлость и возможность дышать. Поддон, в котором оно сидит, он, видите, имеет у меня отверстие, то есть много воды не наберет, но сюда, к этому поддону, тянутся корни. На тот момент я была очень увлечена, и сейчас тоже регулярно слушаю Георгия Горячевского. И он как раз рассказывал, как он сажает свои фаленопсисы с маховым фитилем, и по одной из стенок как раз такой маховой фитиль я сделала. Там, кроме коры, и есть керамзит, немножко ракушек. В общем, субстрат влагоемкий, в то же самое время имеющий воздушные полости, дающие возможность этому субстрату просыхать и растениям, корням растения вентилироваться. За эти почти 2 года растение цвело неоднократно, и как оно цвело, я покажу чуть позже. И кроме того, оно вырастило такую псевдобульбу, да, и у нас уже от этой псевдобульбы идут корешочки. Я думаю, что когда она закорешится, они, видите, пока еще с зелененькими такими кончиками, то есть совсем новые. Когда она закорешится, я думаю, что она, может быть, тоже даст цветонос. Но у первой бульбы 3 листочка, у второй бульбы листочков 2, они сейчас очень живописно выглядят на просвет, очень красивые. А эти листочки, когда она приехала, они такие, они жесткие. И приехала она, соответственно, с южных краев. На этих листочках был такой краб, рисунок. Я еще думала, что это за пятна такие? Может быть, их надо отмыть. В общем, забавная я была. Пятна на фоне нашего солнышка ушли.
довольно быстро. Вот, растение приехало с цветоносом, и вот этот вот мой цветонос, видите, он раздвоен. Он раздвоен, и получается два цветоноса, которые цветут каждый сам по себе. Иногда они встречаются, вот покажу фотографии, и, собственно, вот сейчас я тоже надеялась, что они будут цвести вместе. Но этот второй цветонос, он сбросил бутон, сейчас растит новый. То есть вот этот вот бутон в ближайшее время, то есть цветок в ближайшее время закончит цвести, и будем ждать нового. Вот все вот эти вот чешуйки, это места, собственно говоря, былых цветений. За 2 года, видите, цветонос не такой уж крупный, хотя пишут, что он может достигать 1,5 и 2 метров. Цветонос, соответственно, с револьверным цветением. Вот, поэтому, если этот цветочек отцвел, то не срезайте его, дайте возможность вырастить что-то новое. Ведь он относительно компактный. Вот тут вот у меня растет, видите, это башмачок, это Пиноккио. И вот он цветет год. И за год, видите, какой у него такой протяженный цветонос. Вот, это уже где-то, наверное, больше метра получается. А у психопсиса за 2 года вот так вот получилось. Цвел он неоднократно. В разных источниках я читала, что он может цвести там до 5 раз в год. Где-то читала, что раз в полгода. Но, в общем-то, он месяц с чем-нибудь растит свои цветочки. И за эти 2 почти года я поняла, что зимой в самое темное время, несмотря на подсветку, он бережет силы, а потом вот с февраля начинает растить бутон, и потом уже цветет регулярно. Поливать субстрат должен быть влажным, но он должен просыхать. Вот совсем уж сухости этот цветок не любит. Поэтому поливать надо регулярно, какого-то выраженного периода покоя у него нет. В природе он цветет как раз наоборот, в январе-феврале. У меня в это время он отдыхает. Но, собственно, Южная Америка – это другое полушарие. Вот, поэтому, в общем-то, все понятно. Цветоносы. Цветоносы, как мы говорили, уже револьверные. И если, не дай бог, они повредились, то у вас есть шанс все равно получить цветение с этого цветоноса. Вот конкретно мой психопсис, в общем-то, благополучно ко мне приехал. Приехал он из Краснодара, из группы Magic Orchids. Вот, и я из той же группы получила вот свой тот дикого своего кота. Вот, и говорил, что он ко мне приехал с попорченным тамошними улитками и листиком. Растения из Краснодара стояли в июне на улице. На них напали улитки, и, в общем, мой психопсис приехал ко мне благополучно, а оставшаяся порция растений, психопсисов, у хозяйки подверглась нападению улиток, и улитки отгрызли самое вкусное – цветоносы. Ну, хозяйка в великой печали их, в общем, уценила. С улитками ей пришлось побороться, хотя она как бы жила и живет по принципу «живи и давай жить другим». Но к концу лета психопсисы благополучно вырастили новые цветоносы, и в общем-то, их стоимость продажная снова повысилась. То же самое я слышала в видео Елены Шиловой, орхидеи для друзей из Торонто. Она там показывала свой психопсис и говорила, что купила орхидею и не заметила, что один цветонос поврежден. Была очень расстроена, но орхидея вырастила новый цветонос. Поэтому вот это вот такое вот растение, которое благодарит вас цветением неоднократно, если вы будете к нему внимательны. Температурный режим указывает оптимальный, как 20-25 градусов, необходимость ночного перепада. Но вот честно, на этом окне у меня 25 градусов сейчас нету совсем. 20-21 максимум. А когда прохладненько, то здесь бывало и 15, и 17. Ну вот, благополучно растение пережило зиму. Поэтому всем его рекомендую. А как оно цвело у меня за это время, я сейчас покажу. Ну вот таким у нас он открылся первый раз в августе 2021 года. Он был слабенький, пришлось помогать ему открыться. Листочек слева, он немножко поврежден оказался.
Вот так он переехал у нас из города на дачу, цвел еще и в октябре месяце, а вот это вот у нас март-апрель, вот так вот он выглядел, и сверху смотришь совершенно другой. Вот это вот уже середина мая он начал раскрывать первый бутон. Второй бутон он еще только готовил. Вот это потихонечку несколько дней занимает у нас раскрытие. Вот это таинство раскрытия цветка. И вот видите, один цветок уже распахнулся, а второй еще бутоном. Вот. И, в общем-то, они встретились вот в такой вот красоте. Были у меня такие вот яркие всполохи. Вот. И так они у нас переехали на дачу. Ну, а вот это вот раскрытие текущего цветочка заняло оно несколько дней. Вот, и я тут это пытаюсь потихонечку комментировать. Да. Это вечер, я поливала цветы и заметила, что у нас вот так вот все происходит. Красивый. Здесь ему должна была быть пара, но пара, к сожалению, подвела и отсохла. Ну, подождем. Ну вот утром волшебство продолжается. Еще мы не открылись полностью, но он уже все равно прекрасен. С наилучшими пожеланиями добра, здоровья, мира мы вместе с Психопсисом. Надеюсь увидеть вас еще и услышать. Все позитивные, конструктивные комментарии, естественно, приветствуются. Вот, и до следующих встреч.